Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. В сегодняшнем выпуске вы увидите комбинированный маникюр с использованием кератолитика. Ну и конечно моя любимая флористика. С этими ручками буду работать впервые. Клиентка уже сняла гель-лак и перекрыла ногти обычным прозрачным лаком, который затек на кутикулу. Я не люблю снимать обычный лак, наверное уже отвыкла от запаха ацетона. Вытерев лак, я подправила форму пилкой. Теперь пушером раскрываю проксимальную складку. Фрезой пламя с красной насечкой сначала на форварде, затем переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. На форварде моя фреза движется за часовой стрелкой. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. Я люблю, чтобы эта фреза была толстая. Так что в магазине всегда выбираю с наибольшим диаметром, потому что я могу работать нею не только в зоне кутикулы, а еще по ходу работы серединой насадки убирать остатки старого покрытия. Бафом шлифую поверхность ногтя. Наношу гелевый ремувер от CND сразу на все 5 пальцев. Распределив кератолитик на ороговевших участках, очищаю от остатков пыли проксимальную и латеральные складки. Также вычищаю под ногтем все загрязнения. С сухой салфеткой убираю остатки ремувера. Положив лезвие ножниц перпендикулярно к ногтевой пластине, срезаю кутикулу. Затем салфеткой, смоченной в мыльном растворе, полностью вытираю ногтевую пластину и зону кутикулы. Обезжирив ноготь, наношу базовое покрытие. Использую базу от торговой марки Коди. Первый слой наношу втирающими движениями на всю ногтевую пластину. Сразу же по мокрому ставлю маленькую каплю материала и распределяю ее по ногтю. Переворачиваю ручку, чтобы база разровнялась, и отправляю руку в лампу. После полимеризации перекрываю ногти белым гель-лаком от Nub номер 48. Первый слой наношу сразу на 5 пальцев и отправляю в лампу на просушку. Далее пушером отодвигаю проксимальный валик, чтобы было легче покрыть второй слой. Теперь, когда все ногти перекрыты белым гель-лаком, приступаю к рисунку. А пока я рисую мою любимую флористику, немного расскажу про мою клиентку. Эта девочка записалась ко мне через Instagram, написала, что хочет рисунок. Администратор записал ее на обусловленное время. Предупредил, что я не принимаю клиента, если он опаздывает. В день процедуры в 9 утра, именно на это время была запись, звонит клиентка и предупреждает, что она немножко опаздывает. В итоге это немножко оказалось 30 минут. Я сидела уже без настроения, аж тут залетает девочка и очень быстро начинает рассказывать всю ситуацию. Как оказалось, она только что прилетела в Киев, самолет опоздал и она мчалась на всех парах ко мне. Я посмотрела, что гель-лака на ногтях уже нет, и на нее было выделено 3 часа, так как маникюр должен был быть со сложным рисунком. Короче, взяла я девочку, сначала даже камеру не включила. Думаю, ну зачем снимать видео про однотонное покрытие, это только еще затянет время. Но потом все-таки включила, подумала, ну сниму видео про какой-то минималистический дизайн. В итоге оказалось, что эта девочка живет уже 17 лет в Испании и за долгое время на пару дней прилетела в Украину. А еще моя клиентка оказалась тоже мастером маникюра с опытом 9 лет. Девочки, а вы принимаете мастеров маникюра к себе на процедуры? Я знаю, что очень многие мастера не принимают коллег по личным соображениям. Поделитесь своим мнением в комментариях. Я думаю, что всем будет очень интересно. Людмила очень просила, чтобы я сделала ей роспись. Ведь ей нравится, как я рисую, поэтому мне пришлось очень ускориться, чтобы все успеть. Изначально рисунок был запланирован только на 6 пальчиках. Потом Люда спросила, а что, на больших ничего не нарисуем? В итоге рисунок был еще и на больших. Но когда поступила просьба нарисовать еще на указательных, я уже отказалась.
Считает, что был бы уже перебор. Жалко было портить дизайн. Мне было очень приятно познакомиться с Людой. Мы все 2,5 часа проболтали. Очень интересно узнать особенности профессии мастера маникюра в другой стране. Выполнение маникюра у нас очень разное. По рассказам клиентки, в Испании очень мало клиентов обрезает кутикулу. В основном просто отодвигают кутикулу апельсиновой палочкой. Естественно, в результате ни про какое покрытие под кутикулу не может идти и речь. Одной из причин, почему клиенты отказываются обрезать кутикулу, это чаще всего отсутствие дезинфекции и стерилизации инструмента. Если есть дезрастворы, это очень хорошо. Время выполнения такого маникюра существенно меньше, чем у нас. Поэтому Люда была очень удивлена, когда я сказала, что процедура будет выполняться так долго. Еще мы обсудили очень много разных интересных тем. Короче, наговорилась я на целый день вперед. Когда последняя линия высушена, перекрываю ногти топом без липкости от Nail Apex. Вот такой дизайн у нас сегодня получился. На эту работу я потратила почти 2,5 часа. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!